Всем привет! В четвертой и заключительной части видео OLED-матрицы 16 на 16 адресных светодиодов мы создадим свой собственный шрифт, взяв за основу один из стандартных шрифтов Windows, и будем выводить на матрицу русскоязычный текст, в том числе в виде бегущей строки. Открываем программу LCD Image Converter. О программе и основах работы с ней я рассказывал в прошлом ролике. На стартовой странице нажимаем «Новый шрифт». В списке семейства представлены все установленные в системе шрифты. Например, выбираем стандартный шрифт Arial. Ниже можно выбрать стиль шрифта и размер. Главное, чтобы размер по ширине и высоте не превышал размер нашей матрицы, то есть 16 пикселей. Если мы сразу нажмем ОК, то программа выберет только первые символы шрифта, которые включают в себя цифры, латиницу и спецсимволы. Для того, чтобы извлечь из шрифта, например, русские буквы, нужно вернуться к окну выбора шрифта и нажать на кнопку символа. Найти в данном списке кириллик и с помощью Ctrl выделить строки с русскими буквами и нажать кнопку «Добавить выбранные». В верхней правой строке добавятся русские буквы. После этого можно нажимать ОК. Далее можно каждый символ превращать в изображение в массив чисел, и каждый массив чисел добавлять отдельным элементом к массиву progmem, как мы делали с изображением сердца в прошлом видео. Но это, во-первых, слишком утомительно, а во-вторых, такое представление шрифта займет слишком много места в памяти. Поступим другим образом. Изменим размер шрифта до 9. Таким образом, высота большинства символов будет равна 7, и на матрице 16 на 16 мы сможем разместить текст в две строки. А также получим шрифт, подходящий для матриц меньшего размера, например, 8 на 8 светодиодов. Вначале выделим все цифры и нажмем «Шрифт» в изображение. Получаем заготовку со всеми цифрами. Отмечаем, что каждая цифра имеет высоту 7 пикселей, а ширину 4 пикселя. Уменьшим размер изображения, нажав «Изображение», изменение размера. Отсечем 2 пикселя сверху и снизу. И подкорректируем немного цифры 0, 2, 5, 6 и 9. Далее инвертируем изображение, так как фоновый цвет у нас должен быть черным, а цвет шрифта белым. После этого нажимаем «Преобразование». Идем во вкладку «Изображение» и, как прежде, выбираем 24 бита. А вот основное сканирование выбираем слева направо. Получаем код и вставляем его в таблицу OpenOffice. Работа с данными в виде таблицы с использованием встроенных инструментов OpenOffice или Excel значительно упрощает обработку больших массивов данных. Удаляем каждую пятую строчку кода, она не несет полезной информации и служит только для отделения символов друг от друга. Шестнадцатеричное представление чисел заменяем на двоичное. Удаляем лишние пробелы и получаем запись каждого столбца изображения в двоичной системе исчисления. Здесь каждая наша строка – это столбец изображения, где 1 – это белый цвет, а 0 – это черный. Теперь с помощью функции bin2hex превращаем двоичный код в шестнадцатеричный. Добавляем столбец 0x и с помощью символа объединения получаем шестнадцатеричный код для каждого числа. Вообще, конечно, можно было бы оставить и в двоичном представлении, но так компактнее. Превращаем все в строку и переносим в наш скетч в заранее подготовленный массив для цифр. Вот такой вот хитрый метод мы используем для преобразования. Если кто-то знает более простой способ, напишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно будет ознакомиться. Таким образом, каждая цифра у нас занимает всего 4 байта памяти. С символами мы поступим точно так же, как и с цифрами. И дабы не плодить сущности, добавим их в массив к цифрам. А вот с буквами чуть сложнее. Размер букв очень сильно варьируется по ширине. От 4 буква B до 9 пикселей буква G. Примем ширину буквы в 7 пикселей. Перерисуем некоторые буквы, чтобы они умещались в параметры 7 на 8.
Получаем код символов и вставляем в OpenOffice. Получаем двоичные представления каждого символа. Далее, так как под каждый символ мы выделяли 7 байт, а какие-то символы у нас меньше, то добавляем каждому из них строки с нулями, чтобы каждый символ был обязательно представлен 7 строками в нашей таблице. Далее проводим ровно те же операции, что и с цифрами, получаем код символов и вставляем заранее подготовленные элементы массива. Таким образом, мы создали свой собственный шрифт и разместили его в очень компактном виде во флеш-памяти. Многие подумают, зачем такие сложности, ведь можно найти уже готовый вариант. Все правильно, только таким образом вы можете создать свой собственный уникальный шрифт, подходящий конкретно под ваши нужды, или превратить символы какого-либо необычного шрифта в массив для LED-матрицы или любого другого дисплея. Например, есть очень популярный в среде веб-разработчиков шрифт фонт WSOM, который содержит иконки предметов и событий на многие случаи жизни. Переходим по ссылке из описания на главную страницу и скачиваем шрифт. Открываем архив, переходим в папку Fonts, дважды нажимаем на название шрифта и нажимаем кнопку «Установить». Все, шрифт добавлен к коллекции шрифтов Windows. Далее снова открываем LCD Image Converter. В семействе выбираем только что установленный шрифт фонта WSOM. Символы выбираем все и в списке символов находим и выделяем строки с иконками, которые нас интересуют. Нажимаем «Добавить выбранный». Получаем вот такой вот длинный список символов. Выбираем только те, что нас интересуют. И нажимаем «Шрифт» в изображении. Далее какие-то символы можно подкорректировать. Причем можно редактировать не только в данном редакторе, но и экспортировать в формат BMP и редактировать в любом другом графическом редакторе. А потом импортировать сюда. Теперь перейдем к скетчу, который будет выводить текст на LED-матрицу. Объявляем две константы, в которых последовательность символов будет такая же, в каком порядке символы у нас идут в соответствующих массивах. Проводим побайтовое чтение строки и выводим значение в формате чисел в монитор порта. Видно, что все латинские буквы, цифры и символы выдают свой код правильно, а русские символы выдают отрицательные значения. Дело в том, что Arduino IDE сохраняет код скетча в кодировке UTF-8. И в дальнейшем при компиляции национальные символы, в том числе и русские буквы, занимают в памяти не 1 байт, а 2. Таким образом, функция length для строки, содержащей русские символы, будет выдавать не количество символов в строке, а размер строки в байтах. То есть количество всех латинских букв, символов, цифр, плюс удвоенное количество русских букв. Главное, что значения не случайны, а четко соответствуют порядку букв в русском алфавите, хоть и с отрицательными значениями. Зная это, дорабатываем наш скетч, считая, что первое отрицательное значение указывает нам на то, что символ – это русская буква. А из второго значения с помощью простенькой формулы извлекаем нужное нам число. Далее с помощью знакомой нам по прошлому ролику функции pgm-readbyte считываем побайтово каждую букву. Потом обрабатываем каждый байт как набор из 8 бит. И там, где у нас единица, зажигаем светодиод выбранным цветом. Функция setPixel преобразует удобное для нас представление в виде двух координат x и y в номер светодиода на LED-матрице. В аргументах функции showText указываем сам выводимый текст, положение его вывода по x и по y и цвет выводимого текста. Можно разместить и две строки друг под другом. Размер текста, в общем-то, позволяет.
Если к этой LED-матрице подключить еще одну и увеличить ширину матрицы в настройках до 20, а общее количество светодиодов, соответственно, до 320, то на второй матрице отрисовывается до конца цифра 4 и еще рисуется буква G. Таким образом, можно соединять последовательно несколько матриц или сразу взять матрицу большей ширины. В качестве еще одного примера мы можем вывести обратный отсчет от 9 до 0, не забывая перед передачей функции приводить число к строковому типу. Теперь добавим в скетч функцию вывода текста в виде бегущей строки. Если кратко прокомментировать код, то с помощью функции runText мы задаем текстовую строку для воспроизведения, смещение по вертикали, цвет текста и скорость воспроизведения. А в самой функции runText мы постоянно смещаем текст влево на один столбец. Когда же анимация доходит до конца, то воспроизведение начинается сначала. На этом завершаем теоретический обзор LED-матрицы и принципов работы с ней. Если появятся вопросы, задавайте в комментариях. У меня есть как минимум две идеи создания на ее основе очень интересных самоделок, которые могут послужить прекрасным подарком или украсить ваш дом. Но это будет позже. А в следующем видео я расскажу о недорогом и компактном микроконтроллере, который в дальнейшем мы будем использовать для создания различных умных устройств. Но тоже по традиции сначала начнем с теории. Ссылка на скетч из ролика в описании под видео. Спасибо вам за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!